Всем привет! В этом уроке предлагаю добавить фичу изменения пароля. Давайте начнем с бэкэнда и создадим наш endpoint. Назовем его update passwords. Так, router auth new folder update password. Создадим файлик input.ts. И код у него будет следующий. Человек будет вводить свой старый пароль. Это нужно для проверки, что пароль пытается поменять реально наш текущий пользователь. Возможно, это и избыточно, но так обычно делают. Он указывает свой старый пароль, а также он указывает свой новый пароль, который будет ему установлен. И создадим сам endpoint в файлике index.ts. Его код будет следующим. Так, берем наш input. Это у нас мутация. Endpoint доступен только для авторизованных пользователей. Затем мы проверяем, что он правильно указал свой старый пароль, но поскольку мы не храним пароль в оригинальном виде, нам надо взять от него хэш, а в me у нас лежит пользователь из базы данных, а в базе данных в пароле у нас лежит как раз хэшированный пароль. Если хэши совпадают, значит пароль указан верно, а если они не совпадают, мы выкидываем ошибку. Неверный старый пароль. Хорошо. И потом мы обновляем нашего пользователя. Уже известной процедурой апдейт пользователя с айдишником, который соответствует нашему айдишнику. И в пароль вставляем хэш от нового пароля. И в контексте обновляем me на updated me. Все. И возвращаем true, потому что здесь нам действительно ничего не важно вернуть. Потому что на клиента мы пароль не передаем, соответственно, возвращаем просто что угодно, можно просто true вернуть. Хорошо, добавили наш endpoint. Теперь давайте добавим форму изменения пароля на страничку редактирования профиля. То есть пускай все, что связано с профилем, у нас будет на одной странице. Сейчас у нас здесь есть уже одна форма, а я хочу сделать так, чтобы на этой странице было две формы. Для этого нужно все разделить на компоненты. Вообще, обычно хорошо каждый отдельный компонент хранить в отдельной папке. Но если у вас компоненты достаточно простые, нет ничего страшного в том, чтобы хранить их все в одном файле. Вот. В будущем, если они будут разрастаться, просто разнесите их по разным папкам и импортируйте друг в друга. Хорошо. Давайте для начала вынесем вот этот код в отдельный компонент. Так, прямо отсюда можно его сейчас забрать. Здесь пока что вернем а потом сделаем то, что нужно. Так, это у нас какая-то основная форма. Мы ее, соответственно, назовем General. И принимать она у нас будет нашего me. В этой форме важно, чтобы me уже был объявлен, и поэтому его тип будет следующим. me.nonnullable. Не совсем прав Copilot. Так, сейчас давайте допишем остальное. Здесь будет наше все. Me non-nullable trpc router output get me. В принципе, если вам надоело постоянно писать такую конструкцию, вы можете создать себе где-нибудь в папочке lib или в корне, или еще где-нибудь файл с типами и вынести вот этот тип, раз он повторяется, в новую переменную. Но это не обязательно, как вам удобно. Хорошо, определили этот тип и смотрим, не поломалось ли наше исполнение. Нет, исполнение в порядке. Хорошо. Единственное, что, поскольку это просто компонент, я думаю, будет нормально, если мы из него будем возвращать только форму, а всю красоту оставим в нашем основном компоненте. Я предлагаю сделать так. У нас вот эта штука будет возвращать. Пусть это будет некоторая пустота. Вот так вот можно объявить. Это все равно, что написать вот так вот. React.fragment. То есть это не div, не что, но какой-то компонент. Потому что return у нас должен возвращать какой-то один компонент, а у нас сейчас здесь будет, по идее, два компонента. Да, один с формой вот этой основной, а второй с формой для изменения пароля. Хорошо, вставляем сюда вот этот наш сегмент. Edit profile.
Это будет наш заголовок страницы, да? Хорошо. Будет у нас edit profile. Здесь будет формочка, а потом еще один сегмент с title general. Ага, а в нем уже компонент сам в себе. General с переданным в него me. Так, это добавили. На что у нас здесь ругаются? Да, разрешено импортировать только типы, но вот в данной ситуации проще, чтобы мы написали вот так. И этот тип можно удалить. Все, и тогда все будет хорошо. Хорошо. Так, сохраняем. Сейчас все должно работать так же, как и раньше. Только, да, вот этот вот сегмент, напомню, у нас здесь есть такое свойство, как size, которое определяет, во-первых, HTML-атрибут, а во-вторых, определяет размер заголовка. То есть это у нас некоторый подзаголовок, поэтому size выставим ему в двоечку. Угу. Пойдем посмотрим в браузер. Edit Profile. Edit Profile General. Отлично. И давайте теперь добавим форму для изменения пароля. Она будет иметь следующий код. Давайте его разберем. Так, во-первых, мы опять забыли добавить, я забыл добавить наш endpoint в индекс-файл. Хорошо. Так, эту штуку надо импортировать. Зод тоже надо импортировать. Угу. И теперь можно разобрать код. Так, ну что, мы здесь запрашиваем нашу мутацию update password, объявляем нашу форму с помощью нашего хука useForm, сдаем дефолтные значения. У нас здесь старый пароль, новый пароль и новый пароль еще раз. Это нужно только на фронте для того, чтобы человек точно убедился, что он запомнил свой новый пароль и не опечатался в нем. Вот, доказав это тем самым, что ввел его дважды одинаково. Соответственно, мы такое уже проворачивали. Мы берем наш input с бэкэнда и расширяем его с полем new password again. Делаем super refine и проверяем. Новый пароль должен быть таким же, как новый пароль, а если он не такой же, мы создаем новую ошибку в нашей схеме с кастомным кодом, с сообщением пароли должны быть одинаковыми для поля new password again. Хорошо. Все, потом на onSubmit мы просто дожидаемся отправления вот этой мутации. Если произойдет ошибка, наша обертка с формой выведет ошибку, а если ошибки не произойдет, то выведется сообщение об успехе. Вот. И reset on success нам нужен, но он у нас и так всегда true, поэтому можно здесь этого не писать. Хорошо. Так, и давайте теперь применим это к нашей странице. Так, добавим следующий код. Сегмент пароль, size 2 и вставим сюда паспорт. В паспорт нам уже ми передавать не нужно, потому что здесь в этом элементе никакие существующие данные пользователя не используются. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь получилось. Пароль. Давайте попробуем его поменять. У нас был пароль 1, 2, 3, 4, а сделаем 4 однерки. Так, 4 однерки. Вот на нас ругают, что пароль не одинаковый. Ввожу 4-ю однерку, пароль одинаковый. Update password, пароль обновлен. Давайте попробуем под ним авторизоваться. Так, это был пользователь, по-моему, ООО. Ввожу пароль 1, 2, 3, 4, пароль неверный. Ввожу пароль 1, 2, 3, 4 однерки. Sign in, пароль верный. Так, ну все, форма отлично работает. Единственное, что мне не нравится, что здесь нет какого-то разделения, да. Надо немножко поиграться со стилями. Я предлагаю поиграться со стилями следующим образом. Угу. Так, идем в стиле сегмента. И вообще это классическая ситуация, что за одним сегментом идет другой сегмент, и хочется между ними некоторое расстояние добавить. Ну, супер классическая ситуация. Вот, поэтому я предлагаю сделать это следующим кодом. Это значит, то, что вот этот амперсант, это ссылка на вот этот сегмент. То есть эта запись значит то же самое, что сегмент плюс сегмент. Вот это то же самое. Что значит эта конструкция? Что если мы видим сегмент, и прямо за ним идет следующий элемент с классом сегмент, то у этого следующего за ним элемента с классом сегмент должен быть margin top 40 пикселей. Так, сохраняем, проверяем.
Вот и отлично, наш маргин 40 пикселей добавился. Поздравляю, мы добавили фичу изменения пароля, и она работает. Всем спасибо, поехали дальше.